Какой сегодня хороший день, правда, Марина? Да, Алексей, кафе очень уютное. Хорошо тут сидеть. Я часто думаю, что хочу научиться чему-то новому. Интересно, о чем ты мечтаешь научиться? Я бы хотел научиться играть на гитаре. Музыка всегда делала меня счастливым. Это замечательно. Я тоже люблю музыку. Я мечтаю научиться рисовать как настоящая художница. Рисование — это здорово. Ты уже начинала учиться? Чуть-чуть. Я рисовала на курсах для начинающих. Отлично. Какие картины тебе нравятся больше всего? Я люблю пейзажи, особенно горы и леса. А мне нравятся портреты. Люди интересные такие. Согласна. А учиться играть на гитаре сложно? Я думаю, нет. Главное нам много практиковаться. Может, стоит попробовать вместе? Я тоже люблю музыку. Хорошая идея. А ты какую музыку предпочитаешь? Я люблю классику и современную поп-музыку. Иногда слушаю джаз. А ты? Я обожаю русский рок и старые мелодии. Мой папа тоже слушает русский рок. Очень энергично. Здорово. А кроме рисования, что бы ты хотела уметь? Я бы хотела выучить английский язык. Мне нравится путешествовать и знакомиться с людьми. Это полезно. Я тоже хочу лучше знать английский. У тебя уже был опыт, может, путешествий. Да, я была в Праге и в Таллине. Очень красиво. Я тоже мечтаю поехать в Европу. Может, вместе? Было бы здорово. Сначала научимся языкам. Договорились. Вместе учиться легче. Спасибо за разговор, Алексей. Было очень приятно. Спасибо тебе, Марина. Пусть мечты сбудутся. Привет, Игорь. Как тебе погода сегодня в парке? Привет, Марина. Очень хорошо, солнечно и тихо. Я так люблю гулять здесь без машины. Правда? Ты давно уже без машины живешь? Да, уже 2 года. Мне так удобно. А как ты добираешься на работу и домой? Я часто хожу пешком или езжу на велосипеде. Иногда пользуюсь автобусом, если далеко. Но разве это не занимает много времени? Чуть больше, чем на машине, но мне это нравится. Почему? Машина ведь быстрее и удобнее? Без машины меньше стресса и нет пробок. Мне не надо искать парковку каждый день. Это точно. В нашем городе парковка – проблема. И еще я экономлю деньги на бензин и ремонт. Ты права, автомобиль очень дорогой сейчас. А еще я больше двигаюсь, появилась энергия. Я заметил, что ты всегда в хорошем настроении. Свежий воздух и спорт – это полезно для здоровья. А как ты возишь покупки из магазина без машины? Я покупаю продукты чаще, но по чуть-чуть. Иногда беру сумку-тележку. Удобно. Никогда не думал об этом раньше. Я теперь редко стою в пробках, всегда вовремя. Я часто опаздываю из-за транспорта. Без машины больше времени для себя. Можно послушать музыку или любоваться природой. Да, парк замечательный. Здесь так спокойно. Жить без машины – это мой осознанный выбор. Наверное, я тоже попробую обходиться без машины. Попробуй, может, тебе понравится эта свобода. Спасибо, Марина, ты меня вдохновила сегодня. Какой у тебя сегодня хороший кот, Михаил? Спасибо, Ольга. Это Барсик, он у нас давно. Он очень милый, я люблю кошек. Животные делают дом уютнее, правда?
Да, с ними всегда тепло и радостно. Когда Барсик рядом, я чувствую себя спокойнее. Я тоже. Моя собака всегда поднимает мне настроение. Животные помогают нам не грустить. Согласна. Я забываю о проблемах, когда рядом мой пес. Барсик тоже помогает мне расслабиться после работы. Они чувствуют, когда нам плохо. Да, иногда он просто ложится рядом и мурлычет. Моя мама говорит, что животные лечат душу. Это правда, даже ученые так считают. Ты знаешь кого-то, кому животные помогли? Да, у моей сестры была депрессия. Ей подарили котенка, и ей стало легче. Какой хороший пример. Животные – лучшие друзья. Они всегда рядом, когда нам это нужно. А еще они учат нас заботе и ответственности. Согласен. Я каждый день кормлю Барсика и убираю за ним. Это важно. Моя племянница ухаживает за попугаем. Говорят, домашние животные продлевают жизнь. Я думаю, что это правда, если человек их любит. Особенно если животное из приюта. Да, взять животное из приюта – это доброе дело. Ты бы хотела еще кого-то завести. Я мечтаю о маленьком кролике. Кролики очень забавные, у друга тоже есть. С животными никогда не бывает скучно. Согласен, животные делают нас счастливее. Спасибо, что пригласил меня к вам. Мне всегда приятно общаться с таким гостем, Ольга. Доброе утро, Дмитрий. Как твой кофе? Привет, Ольга. Кофе отличный, как всегда. Рада слышать. Я подумала сегодня о работе. О, интересная тема. О какой работе? О профессиях, которые люди часто недооценивают. Ты права, таких много. Например, уборщица. Да, уборщицы делают важную работу, но их редко замечают. Без них в офисах был бы беспорядок. Согласен. А еще, например, почтальоны. И правда, в любую погоду они разносят письма. Моя бабушка в Москве всегда ждет почтальона. Это мило. Я думаю еще о водителях автобусов. Они встают рано утром, чтобы люди попали на работу. Да, и часто работают долго без благодарности. Иногда пассажиры даже не здороваются. Обидно, конечно. А что ты думаешь о поварах в школе? О, школьные повара – настоящие герои для детей. Моей дочке нравится каша из школьной столовой. Когда я был маленьким, я любил их супы. Я тоже. А дворники – еще одна недооцененная профессия. Они делают улицы чище, особенно зимой. Зимой в Санкт-Петербурге работы у дворников очень много. Конечно, еще продавцы в маленьких магазинах. У нас в районе все знают продавщицу Наташу. Она всегда улыбается и дает совет, что купить. Я считаю, все профессии важны, даже если их не видно. Согласен, уважать труд других – это правильно. Нужно говорить спасибо тем, кто старается для нас. Давай начнем с сегодня. Скажем спасибо бариста. Отличная идея, Ольга. Я тебе уже говорю спасибо. Спасибо, Дмитрий. Приятно проводить утро с тобой. И мне тоже. Пусть этот день будет хорошим для всех. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Спасибо, что пришли. Здравствуйте, Ольга Петровна. Рад вас видеть. Я хотела поговорить о вашем сыне, Диме. Да, конечно. Как у него дела в школе?
Дима учится хорошо, оценки у него стабильные. Но я думаю, что важно не только это. А что еще важно, кроме оценок? Есть другие качества: доброта, честность, дружба. Я согласен. Для меня это тоже очень важно. Дима всегда помогает одноклассникам с уроками. Он вежливый и отзывчивый мальчик. Спасибо, что заметили. Мы учим его так дома. Иногда он стесняется говорить на уроках. Это нормально. Главное – вера в себя. Мы поддерживаем его и хвалим за старания. Он часто рассказывает о школе дома. Говорит, что любит ваши уроки литературы. Спасибо, мне приятно это слышать. Он интересуется книгами, задает вопросы. Любопытство – это прекрасно. Я рад за него. Также Дима хорошо общается с детьми в классе. Он дружит с Сашей и Максимом. Да, они часто вместе делают проекты. Такая работа учит ответственности и уважению. Я рад, что школа учит не только предметам. Мы стараемся создать дружелюбную атмосферу. Успех – это не только баллы в дневнике. Конечно, важно быть хорошим человеком. Спасибо, Ольга Петровна, за вашу заботу. Пожалуйста, Иван Сергеевич, Дима – замечательный ученик. Продолжайте поддерживать его дома. Обязательно. Спасибо за разговор. Всегда рада помочь. До свидания. Какой сегодня красивый день, правда, Иван? Да, Мария, в парке так спокойно и зелено. Я люблю гулять и размышлять о жизни. О чем ты сейчас думаешь? Я часто думаю, что значит успешная жизнь. Интересный вопрос. Для меня успех – это семья. Если рядом есть родные, я чувствую себя счастливым. А для меня важно быть здоровой и радоваться мелочам. Согласен, здоровье – самое главное. Но еще хочется найти любимое дело. Например, я мечтаю открыть маленькое кафе в Москве. Это замечательное желание. Я люблю готовить. Ты бы хотел тоже когда-нибудь открыть кафе? Скорее нет, я предпочитаю работать с людьми. Ты работаешь учителем, правда? Да, я учу детей математике, это приносит радость. Наверное, приятно видеть успехи учеников. Очень приятно. Тогда чувствуешь, что живешь не зря. Успех – это ведь не только деньги, я думаю. Совсем не только. Важно быть честным и добрым. Иметь друзей и поддержку семьи – тоже часть успеха. Согласен, я ценю моменты, как этот, в парке. Мне тоже нравится гулять и просто разговаривать. Ты думаешь, успех зависит от города? Возможно, в большом городе больше возможностей. Но и в маленьком городе можно быть счастливым. Главное – быть в гармонии с собой. А что еще для тебя важно в жизни? Путешествовать, узнавать новое, видеть мир. Я бы хотел поехать на Байкал, мечта детства. Красивое место. Мы можем поехать вместе. Хорошая идея. Город, природа, путешествия – все важно. Главное, чтобы жизнь приносила радость нам обоим. Привет, Игорь! Как у тебя дела сегодня? Привет, Анна. Все хорошо, спасибо. А у тебя? Тоже хорошо. Я хотела поговорить с тобой о работе. Ты уже давно работаешь на себя? Да, почти 2 года. Я работаю веб-дизайнером. Это интересно. Тебе нравится быть самостоятельным?
Да, мне очень нравится свобода, я сам выбираю проекты. Но иногда бывает трудно найти новых клиентов. Понимаю. А как насчет денег? Стабильно ли получается? Честно говоря, доход нестабильный, есть хорошие месяцы. Иногда заказы есть, а иногда нет вообще. Мне нравится идея самой строить график. Я не люблю рано вставать и ездить в офис. Да, работать дома удобно, здесь уютно и спокойно. К тому же в нашем офисе я могу пить чай, когда хочу. Верно. Можно работать в пижаме или даже на балконе. Но иногда я скучаю по коллегам. Мне не хватает общения. Я тоже. Иногда чувствуешь себя одиноко. А как ты борешься с этим чувством? Я встречаюсь с друзьями в кафе после работы. Еще я стараюсь больше гулять по Москве. Умно! Мне бы тоже попробовать такие прогулки. А что ты думаешь о налогах? Это сложно, нужно самому считать и платить налоги. Иногда боюсь ошибиться в документах. Да, самостоятельность– это и ответственность. Но зато не нужно слушать начальника каждый день. Согласен, можно делать перерывы, когда хочешь. Иногда сложно остановиться и отдохнуть. Правда, я иногда работаю до позднего вечера. Я думаю попробовать стать фрилансером в будущем. Попробуй. Главное не бояться и быть организованным. Андрей, мне трудно учиться управлять бюджетом. Катя, это нормально. У многих есть такие трудности. Я часто не понимаю, куда уходит моя зарплата. Ты ведешь записи своих расходов. Я пробовала, но забываю записывать покупки. Я тоже так раньше делал. Теперь у меня есть таблица. Ты используешь компьютер для этого? Да, я делаю список в Excel. А если купить что-то мелкое, это тоже важно? Конечно, даже кофе учитываю. Мне кажется, что считать все сложно. Можно начать с самых больших трат. Например, продукты и коммунальные услуги. Да, и также транспорт, аренда квартиры. Иногда мне хочется что-то купить без счета. Это бывает у всех. Главное, это не часто. Я бы хотела откладывать деньги на путешествия. Это хорошая цель, Катя. Можешь открыть отдельный счет для накоплений. А как рассчитать, сколько могу откладывать? Сначала посчитай, сколько тратишь в месяц. Потом вычти сумму трат из зарплаты. Я попробую сделать это сегодня вечером. Если хочешь, могу показать свой файл. Было бы здорово, Андрей, спасибо тебе. Не за что. Вместе учиться легче. А как ты себя мотивируешь не тратить все? Я думаю о целях купить новый велосипед. Это интересно. Я мечтаю о поездке в Калининград. Сделай картинку мечты. Это помогает. Спасибо, Андрей, твои советы полезны. У тебя все получится, Катя. Я верю в тебя. Аня, поздравляю тебя с первым заработком. Спасибо, папа, я очень счастлива. Это важный шаг. Ты хорошо поработала. Да, мне нравится моя работа в офисе. Ты уже получила зарплату на карточку? Да, она пришла сегодня утром. Вот здорово. Ты знаешь, как хочешь ее потратить? Пока не совсем. Есть пару идей. Расскажи мне, что ты планируешь. Я хочу купить себе новые кроссовки. Еще, может быть, сделать маникюр. Это хорошие идеи, но помни и про сбережения. Да, ты прав.
Может быть, стоит немного отложить. Конечно, очень важно создавать запас, Ты всегда так говоришь, папа. потому что это действительно помогает в жизни. Сколько ты советуешь откладывать каждый месяц? Хорошо бы оставлять от 10 до 20% зарплаты. Думаю, я так и сделаю. Это разумно. А ты уже думала о подарке для себя? Да, хочу купить билет в театр. Замечательно. Куда пойдешь? В театр имени Чехова, там комедия сейчас идет. Звучит интересно, отдыхаешь душой. Да, люблю театр и музыку. Может, часть зарплаты положить на телефон? Да, я оплачу связь и интернет. Умница. Платить по счетам – важная привычка. Спасибо, папа, ты всегда даешь хорошие советы. Я рад помочь. Ты взрослеешь, Аня. Чувствую себя самостоятельной. Горжусь тобой. Все получится. Спасибо, папа, я тебя люблю. Добрый день, Елена. Как вы себя чувствуете сегодня? Здравствуйте, Игорь Владимирович. Все хорошо, спасибо. Рад это слышать. Готовы к сегодняшней тренировке? Да, готова, но иногда чувствую усталость после занятий. Это нормально. С возрастом важно двигаться аккуратно. Физическая активность после 40 поддерживает здоровье. Правда? Я думала, что заниматься спортом уже поздно. Совсем не поздно, наоборот, очень полезно для сердца. А есть другие плюсы для здоровья, кроме сердца? Конечно, спорт укрепляет мышцы и кости. Также помогает поддерживать нормальный вес тела. Я замечаю, что после тренировки настроение лучше. Да, спорт борется со стрессом и поднимает настроение. У меня иногда болят колени. Это опасно? Просто важно делать упражнения правильно и без спешки. Я помогу вам подобрать подходящую нагрузку. Спасибо. А сколько раз в неделю лучше заниматься? Для начала достаточно 2-3 раза в неделю. Постоянство главное, а не скорость и сила. Мне нравится заниматься в группе. Это помогает. Да, коллектив поддерживает и мотивирует. Я всегда чувствую себя моложе после тренировки. Это отличный результат. Физкультура – залог молодости. А что можно делать дома, если нет времени на зал? Дома можно делать зарядку, йогу, пешие прогулки. Спасибо за совет, буду стараться больше двигаться. Можно начать с простых упражнений для спины и ног. Я попробую. Вы подскажете мне комплекс упражнений? Конечно, подготовлю для вас специальную программу. Спасибо, Игорь Владимирович. Я очень благодарна. Всегда рад помочь. Здоровье – самое главное. До встречи на следующей тренировке. До встречи, Елена. Хорошего дня.